Итак, вы планируете продавать товар или услугу в Польше. Еще не знаете, пойдет ли эта тема, и не хотите платить много налогов, не хотите регистрировать компанию или ИП. Вы давно просили рассказать про діяльність нереєстровану в Польше, и в этом видео вы узнаете, что такое діяльність нереєстрована, какие критерии, чтобы этим видом деятельности заниматься, какие есть плюсы, какие есть минусы и, самое главное, нюансы и риски. Потому что, когда я в этом разобрался, я понял, что не все так просто. Кому-то из вас это однозначно подойдет, но многим из вас, честно скажу, будет проще открыть ИП либо компанию. Давайте разбираться, кому и почему. Итак, діяльність нереєстрована. Для тех, кто польский еще не знает, переводится как нерегистрируемая деятельность, которую, кстати, сейчас мы разберемся, тоже нужно регистрировать. Дальше я буду говорить діяльність нереєстрована, то что быстрее. И суть в том, что вы можете протестировать нишу, не регистрируя деятельность в Польше. Вы можете начинать продавать свой товар и услугу, собственно, не оформляя никакой бизнес или ИП. И с одной стороны это звучит круто, можно не заморачиваться, но давайте разбираться, как это работает и какие есть ограничения. Всю полную информацию о діяльності нереєстрованной вы найдете снизу под видео. Я оставил ссылочку на business.go.pl, потому что есть много «но» и много перечней ниш, которые этим не могут заниматься. Пожалуйста, переходите по ссылке и смотрите более детально ваш проект, ваш продукт. Значит, давайте начнем с критериев. Кто может вести и при каких условиях можно вести діяльність нереєстрованную? Первое. В последние 60 месяцев, это, я знаю, много и сложно посчитать, в последние 5 лет вы не занимались никакой коммерческой деятельностью, у вас не было ИП в Польше, вы не были вписаны в бенефициары какой-то компании в Польше. Короче, вы не занимались бизнесом в Польше последние 5 лет. Это первый критерий. Второе. Ваш доход от такой деятельности не может превышать 50% от минимальной заработной платы в Польше. На текущий момент это сумма в 1800 злотых. Это 50% от минимальной заработной платы в Польше 2023 год. И это сейчас важно здесь остановиться, да, то есть еще раз, ваш доход в рамках діяльності нереєстрованной не должен превышать 1800 злотых в месяц. Для тех, кто не знает, что такое доход, это по сути все те деньги, которые вам зашли. Да? То есть вот вам клиенты в месяц заплатили там, за ваш товар или услугу 1700 злотых. Все, отлично. Заплатили больше, чем 1800, есть нюанс. Есть в этом проблема, потом поймете в чем. Следующий момент, да, критерий, это ваша деятельность не подлежит изначальному лицензированию, концессиям или каким-либо разрешениям. Например, агенции працы, транспортные компании, добыча полезных ископаемых, алкоголь, сигареты и вот такого рода ниши и бизнесы не подходят под діяльність нереєстровану. Это логично, во-первых, нужны разрешения, а во-вторых, логично, что человек, который хочет заниматься продажей алкоголя, вряд ли планирует продавать на 1500 злотых чего-то. Обычно это большой бизнес, в принципе, сам по себе. Полный список таких ниш, где нужны концессии, разрешения и все остальное, опять же, найдете снизу под видео по ссылке. И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам. Снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. И, возможно, большинству из вас все-таки понадобится ИП, поэтому приходите к нам, поможем вам с этим. С критериями разобрались, да? То есть если подрезюмировать, прошлые 5 лет не вели коммерческую деятельность, максимум 1800 злотых в месяц дохода можно получать на діяльність нереєстрованную, и это ваше направление не подлежит каким-то разрешениям, концессиям и лицензиям. Если 3 критерия эти выполняются, то можно заниматься діяльністю нереєстрованной. И тут самый важный сейчас вопрос, что делать, если я начал діяльність нереєстрованную и все-таки ее вот эти 1800 злотых в месяц перебил, да, то есть у меня там 1900 злотых. С этого момента вы уже считаетесь как коммерческая структура, да, и должны в течение 7 дней либо зарегистрировать в ЦДГ jednoosobową działalność gospodarczą, либо открыть компанию в Польше, либо другую там форму собственности. То есть у вас есть 7 дней для того, чтобы уже стартовать полноценный бизнес. То есть
Это плюс, да, что можно такой плавный переход сделать, но минус в том, что нужно за этим всем очень внимательно следить, потому что, ну, чтобы как бы комар носа не поточил, чтобы не было потом проблем и штрафов. Поэтому вот эту сумму 1800 злотых, запомните, ну, ее нельзя пересекать. Давайте теперь по налоговым обязательствам, отчетностям и документации. Да, что еще важно знать, то, чего не говорят в интернете, потому что часто говорят, что діяльність реєстрованную можно запустить, можно протестить нишу, все так быстро, классно, но, ну, по факту есть прям в законе очень много вещей описанных. Пожалуйста, слушаем внимательно. Первое. Можно не платить ЗУС. Это классный плюс, да, потому что вы знаете, что ЗУС в Польше, фонд социального страхования, на самом деле это гораздо более затратная часть налогов, чем ПИД, налог на прибыль. Поэтому в рамках діяльності нереєстрованной можно не платить ЗУС. Это плюс. Следующее. Нужно будет заплатить налог на прибыль по модели скала податкова, то есть 12% от чистой прибыли. В интернете пишут, что діяльність нереєстрована, она типа не регистрируется и значит не облагается налогом. Но на самом деле она облагается налогом. Даже я несколько раз в видео говорил, что можно запустить такую деятельность и типа не будет налогов, но я ошибался, в том числе налоги есть. И налоги нужно будет платить. Их просто нужно будет заплатить от той чистой прибыли, которая у вас появится, если что. И дальше мы поговорим, может ли она появиться, эта чистая прибыль или нет. Именно от чистой прибыли, да, то есть сейчас вы все узнаете. Сейчас. Это еще не все. Все, кто ведут діяльність нереєстрованной, должны подать в конце года годовую декларацию ПИД-36, в которой есть отдельная графа, не помню, номер 9 или 14, которая так и называется «Діяльність нереєстрована». В этой графе вы должны подать всю информацию о ваших расходах, о ваших доходах, подрезюмировать вашу чистую прибыль для того, чтобы вам Ужон Скарбовый мог посчитать, собственно, ваш налог, то есть ту сумму налога, которую вы должны заплатить в рамках этой діяльности. То вытекающее из этого вы должны вести книгу доходов и расходов по вашей нерегистрируемой деятельности. Это может быть таблица в Excel, где есть фактуры на расходы, которые вы сделали, и фактуры на доходы, которые вы получили от ваших клиентов. Иногда это может быть просто фактуры, иногда не обязательно такую фактуру вести, да, выставлять, но в целом прям на сайте business.go.pl написано, что типа вы можете вести Excel, где у вас будет написано, какие у вас были расходы, и вам эти расходы нужно будет доказать, да, просто вы будете брать фактуры на это. И вам нужно будет ввести ваши доходы, как минимум вписывать их в табличку. Тут важный момент. Если вы этого не будете делать всего, да, зачитаю на польском, потом переведу на rусski. Jeżeli nie będzie można określić przedmiotu opodatkowania, to kwota podatku zostanie ustalona na 22%. Czyli если не можно будет понять предмет налогообложения, да, не можно будет доказать там все ваши расходы, то сумма налога составит 22%. Да, сумма налога от оборота. То есть, грубо говоря, если вы не будете брать фактуры на расходы, то Ужон Скарбовый скажет: я вам не верю, что вы тут в Excel написали, поэтому вот со всех 1800 злотых, которые вы каждый месяц сделали, заплатите просто 22% налога. Вместо 12 от чистой прибыли заплатите 22 от всего. Поэтому такую таблицу и такие фактуры нужно собирать, нужно обязательно это все вести. Что еще важно по самой таблице, которую нужно вести? Там нужно иметь номер продажи, например, продажа номер 1. Нужно иметь дату продажи, данные продавца и данные покупателя. Если это физлицо, то данные физлица, которые купили у вас что-то. Если это юрлицо, то их там тоже данные, да, налоговый номер, все остальное. Название товара или услуги, которые вы продаете, и саму стоимость транзакции. То есть, например, транзакция номер 1. Давайте прямо сейчас по списку. Транзакция номер 1, дата продажи там 23 мая, данные мои там такие-то, да, Станислав Циц, номер песеля, данные покупателя там Марина какая-то, ее там номер песеля. Дальше название товара, я продал там, допустим, какую-то консультацию или там клининговые услуги, и стоимость транзакции, допустим, 300 злотых. То есть вот так вот это нужно в самой таблице потом ввести. Теперь рубрика «Популярные вопросы», а потом заключение, да. Популярный вопрос номер 1. Нужно ли делать разрешение на работу? Потому что я выступал недавно в Варшаве, там на ивенте на 100 человек, и человек задал такой вопрос, нужно ли делать разрешение на работу. Так вот, я узнал, и это работает таким образом. В целом, разрешение на работу не нужно, особенно если вы гражданин Украины, да, то там сейчас тем более это не нужно. Но
Если вы там гражданин какой-то другой страны, то вам нужно будет делать разрешение на работу в случаях, если вы будете делать działalność нерегистрированную в рамках какого-то трудового договора. То есть, если вы, допустим, какой-то компании захотите оказать услугу консультационную в рамках działalności нерегистрированной, и вам, как иностранцу, все-таки нужно разрешение на работу, то в рамках трудового договора такое разрешение нужно будет сделать. Сейчас люди закрыли вкладку, да, и ушли. Если в рамках такой деятельности вы ее оказываете в формате трудового договора, то есть с вами заключают трудовой договор, и вы как иностранец нуждаетесь в таком разрешении на работу, у вас нету там, допустим, украинского гражданства или там карты поляка или еще чего-то, да, то разрешение на работу нужно будет сделать. При этом ЗУС за вас и там все налоги за личка будет платить работодатель. Вот. И будет возникать ЗУС в этом случае. Как он рассчитывается, это вообще темный лес, даже не буду сейчас вам объяснять. Но, короче, ЗУС платится, и его заплатит работодатель. Но так вряд ли кто-то будет делать, потому что это же типа про предпринимательство, поэтому, скорее всего, вы будете работать с ним как бы типа как предприниматель по B2B, да. И в таком случае разрешение на работу не нужно никому. Даже тем, кому оно нужно в любых других обстоятельствах, в этом кейсе, в этом случае оно не нужно. Следующий популярный вопрос, как быть с ВАТ. Да? Нужно становиться плательщиком или нет и так далее. Здесь все работает по таким правилам. Во-первых, это лимит в 200 тысяч. Если в год вы сделали оборот больше 200 тысяч злотых, то вы в принципе обязаны платить ВАТ. Но так как 1800 злотых умножить на 12 месяцев это не 200 тысяч, поэтому это отбрасываем. Следующее, когда нужно быть плательщиком ВАТ в рамках działalności нерегистрированной, это если ваша деятельность изначально дотычи ВАТ. То есть как бы то, чем вы занимаетесь, тот ваш товар или услуга, сразу нуждается в том, чтобы выставлять инвойс, либо чек с ВАТом. Полный перечень вот этих вот видов деятельности вы опять же найдете снизу под видео по ссылке. Еще один случай, когда ватовцем нужно будет стать, это вы продали свой продукт больше, чем на 20 тысяч злотых в год. Если вы в рамках działalności нерегистрированной больше, чем на 20к продали свой продукт, то тоже нужно будет стать плательщиком ВАТ. И здесь прикольно то, что вы можете стать плательщиком ВАТ как физлицо. Вот. Я этого тоже не знал. То есть можно в Ужонде Скарбовом получить такое засвечение и быть плательщиком ВАТ как физлицо. Как бы другой вопрос, нахрена это надо и вообще с этим связываться, но такая опция есть. Последнее, да, из частых вопросов, кто может контролировать и штрафовать, да? Кто контролирует и за что могут оштрафовать. Прежде всего, незарегистрированная деятельность может подлежать проверке в соответствии с законом о ВАТе, об НДС, да? То есть тот, кто следит за ВАТом в Польше, это Ужон Скарбовы, он может вас проверить. Второе, это тот, кто следит за нарушением каких-либо прав потребителей, за в целом тем, что вы там легальной какой-то деятельностью занимаетесь, что вы там, не знаю, не продаете оружие и так далее. Ну, наверное, это полиция, да, то есть это именно по стороне полиции. Следующее, Санепид может вас проконтролировать даже в рамках działalności нерегистрированной. И последнее, это права консументов и рода. Переводится как права потребителей и GDPR, то есть все, что касается политики конфиденциальности и защиты данных пользователей и защита прав потребителей. То есть в рамках działalności нерегистрированной вы все равно считаетесь типа как бы предпринимателем и должны соблюдать все права консументов, то есть все права потребителей. Это значит, что возвращать товар, должны быть какие-то 14 дней гарантийных условий. Если в случае какой-то поломки товара или возврата, вы также обязаны это делать так, как если бы у вас была компания либо ИП в Польше. Ребята, давайте подрезюмируем плюсы и минусы działalności нерегистрированной, потому что вы очень часто просили, да, записать про это видео, и теперь, наверное, вы сидите и грустите, да, что с этим делать. Какие есть плюсы? Первое. Это возможность не платить ЗУС. ЗУС иногда бывает очень большим, и на данный момент там полная ставка ЗУС это 1500, там, в среднем плюс-минус 1500 злотых. И это возможность этот ЗУС не платить сразу. Второй плюс – это возможность вести более упрощенную бухгалтерию. Все-таки ты сам можешь вести этот Excel, тебе не нужен бухгалтер. Ну и это как бы просто раз в год типа подал отчет и все окей. Третий плюс – можно делать простые транзакции с пользователями, с клиентами. Да? Если это B2C клиент какой-то, просто простой человек у вас купил товар или услугу, то можно ему как бы ее просто продать и в Excel написать информацию об этом. То есть вы не обязаны иметь там кассовый аппарат, вы не обязаны выставлять инвойсы и все остальное.
Это тоже чуть-чуть упрощает работу, да, для тех, кто еще переживает, стоит ли ему. И вообще для тех, кто боится этих всех документов, да, и переживает на этот счет, вот диванлишнее реєстрування может, ну, типа, прикольно подойти. Это такой переходной этап. Да. Какие есть минусы? Ну, первое, абсолютно непонятная, замудренная история с ограничениями. Ты можешь вести диванлишнее реєстрування, но если у тебя такая ниша, то не можешь. Но если тебе нужны концессии, разрешения, лицензии, то не можешь. Ты можешь не платить ВАТ, но если твоя деятельность нуждается в ВАТе, то ты должен зарегистрироваться как ВАТ и все равно его платить. И, в общем-то, все это, когда ты вот просто садишься и читаешь закон, ты понимаешь, что, блин, простому человеку, это не для простого человека. Простому человеку в этом нереально разобраться, да. Я знаю польский, но мне даже было тяжело. Поэтому первый минус – это все-таки такая мулька, да, которая подходит полякам, которые точно могут сесть и все на польском прочитать и готовы с этой всей хренью, заморачиваться. Да. Потому что, с моей точки зрения, с теми ограничителями, которые есть, да, проще реально либо продать там 10 товаров в серую, а потом их просто открыть ИП и завести это как транзакциями, да, реально это проще. Либо же, ну, со старту открывать ИП, либо компанию и нормально работать. Минусы еще какие? Ну, это однозначно логичное ограничение. Вы налог платите от чистой прибыли, да, вот вам 1800 злотых в месяц зашло, у вас там условно 1000 расходов, 800 злотых, у вас чистая прибыль, с 800 злотых вы заплатите налог 12%, да. Но ваш лимит все равно 1800 злотых в самой выручке, да. Поэтому, ну, как бы, о каких деньгах идет речь? Ну, я не знаю, ну, там, 1000 злотых в месяц чистыми вы будете зарабатывать, и все равно нужно будет вести книгу доходов и расходов, все равно нужно за этими всеми лимитами следить, и в случае их пересечения нужно все равно регистрировать ИП. Поэтому, с моей точки зрения, подрезюмировав, да, если вы переживаете за документы, если вы не знаете, пойдет эта ниша или нет, то окей, можно попробовать с диванлишнее реєстрованной. Во всех остальных случаях, как минимум, нужно искать пути в виде открытия ИП, либо, если вы сразу серьезно делаете бизнес, то не заморачивайтесь и не тратьте время на диванлишнее реєстрування, а открывайте по-серьезному там уже компанию в Польше, если особенно у вас есть несколько партнеров. Самый частый кейс, когда у меня спрашивали за диванлишнее реєстрування, это handmade. Человек что-то сидит, дома создает, ну там у меня браслет на руке, да, какие-то браслетики, еще что-то, и человек спрашивает, вот я хочу типа не платить налоги и там сделать диванлишнее реєстрування. Получается, что если ты handmade дома делаешь и его продаешь, ты не можешь доказать расходы, да, свои, то условно тебе 1800 злотых залетело, и ты с них 12% должен будешь заплатить. Такое, да, такое себе, проще опять же открыть ИП, либо какое-то количество транзакций просто тупо сделать в серую, а потом уже что-то с этим решать. Крутое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте бизнес в Польше. Смотрите наши остальные видео на тему открытия ИП, открытия компаний. Много всего полезного, но только для тех, кто подпишется. Внизу под видео кнопочка подписаться. Всем спасибо и пока.